Всем привет, друзья! Сегодня у нас на канале 7-я серия. В этой серии мы рассказываем, как делали черный пол, подпорную стенку между нашим и соседским участком и выгребную яму для канализации. Ну что, не будем терять ни минуты и приступим к рассказу нашей истории. После того, как мы выполнили работы по возведению нашего ленточного фундамента, мы приступили к разборке опалубки. Разобрать ребятам ее не составило труда. Собирали мы ее в несколько раз дольше, чем разбирали. Момент разборки не был запечатлен, но вам будет уже видно на данном видео конечный результат того, как мы сняли опалубку и что получилось в итоге с нашим ленточным фундаментом. На мой взгляд, фундамент получился очень даже отличный. Стенки получились гладкие и ровные, на что я, если честно, и рассчитывал. Поэтому фундаментом я остался доволен. Так как на участке у нас было очень много грунта, я решил, что первым делом нужно приступать к монтажу выгребной ямы. Для монтажа выгребной ямы нам потребовалось 3 1,5-метровых кольца и бетонная крышка, также 1,5-метровая. Позвонив знакомому водителю манипулятора, заказал данные элементы. Оплатил 18 тысяч за бетонные кольца, плюсом 5000 стоила доставка до места. Для лучшей герметичности нашей выгребной ямы я отправился в магазин и купил также битумную мастику. 10-килограммовая битумная мастика и кисть для нанесения обошлись мне в 2908 рублей. Открыв банку с мастикой, мы обнаружили, что она очень-очень тугая. Поэтому пошли за бензином, дабы разбавить немного эту жижу, чтобы нанести ее на кольца. Пригласив на следующее утро трактор, мы приступили к копке нашего колодца. Помимо этой работы у нас еще был план сделать обратную засыпку нашего ленточного фундамента и немного подвинуть кучу с черноземом, чтобы можно было подогнать миксер или манипулятор для установки блоков в дальнейшем. И на десерт нам нужно было заехать на фундамент и задним ковшом срезать ту землю, где нам нужно было залить подпорную стенку между соседским и нашим участком. К работам мы приступили одновременно. Я очищал участок от всякого мусора, а трактор выполнял обратную засыпку нашей глины в ленточный фундамент. Кто внимательно смотрит наши серии, он вспомнит, что в 4-й серии мы вытаскивали столбы между участками, от чего образовались отверстия глубиной примерно в полметра и диаметром порядка, наверное, 15 сантиметров. Случайно обратив внимание на одно из этих отверстий, я увидел лежащего внутри ежика, который застрял и не мог выбраться как минимум сутки. Поняв, что ежик самостоятельно не выберется, приступили к спасательной операции и с успехом достали ежика на поверхность, выпустив его на наш участок. Пускай бегает и ловит всяких мышей. Пока я был увлечен спасением нашего гостя, экскаватор уже успел засыпать большую часть нашего фундамента. И так как глина была уже на исходе, решили начать копать выгребную яму. А как выгребная яма была у нас под 1,5-метровые кольца, копать нужно было 1,80 на 1,80 м. И глубина была 3,5 метра. Согласно Санпину, глубина должна быть всего 3 метра. Мы делаем 3 метра 50 сантиметров. Для чего? Для того, чтобы в конечном итоге у нас сработали полностью 3 1,5-метровых кольца. А верхняя часть выкладывается кирпичом, куда заходит труба канализации из нашего дома. Разложив кирпичи ромашкой, мы приступили к установке наших колец. Кольца опускали при помощи экскаватора. Зрелище оказалось не для слабонервных, такое лучше не повторять никогда. Кольца были положены у нас на растворную смесь в соотношении 1 к 3. В идеале, конечно, стыки промазать бы еще гидроизоляцией, но нам хватило одного раствора. После того, как мы засыпали выгребную яму, водитель экскаватора сказал, что ребята, сегодня вам не повезло, трактор стал греться и доделать работу я не смогу. Ну а вот тот комментарий, кто заработал 1000 рублей. Ему повезло точно. Вот мой телеграм, пусть автор напишет мне, и я ему отправлю этот подарок.
Ну и по традиции давайте в конце этого ролика оставим креативный комментарий со словом «ежик». И самый креативный автор получит 1000 рублей от меня. На следующий день водитель экскаватора приехал с утра уже на отремонтированном тракторе. И мы приступили к срезке грунта между нашим и соседским участком для возведения подпорной стенки. Перед этим натянув шнур, чтобы были понятны границы нашего участка. Заметка: при возведении подпорной стенки ее лучше возводить на своем участке, не затрагивая соседскую территорию. Таким образом вам удастся избежать скандала с соседями и не нарушить земельный кодекс. По итогу экскаватор отработал у нас полных 8 часов и за свою работу получил 19 500 рублей. Ну а я, не теряя времени даром, отправился на базу и купил 2 люка, потратив на них 3100 рублей. Люки пригодятся нам для того, чтобы закрыть колодцы сверху крышкой. Ну а теперь мы приступили к монтажу черного пола. Для этого с ближайшей базы я привез 2 пачки кирпича на своей газели, которые мы вручную выгрузили. Кирпич мы используем за место опалубки, раскладывая его по всему периметру нашего фундамента толщиной в пол кирпича. Углы выводим при помощи нивелира для того, чтобы получить идеальную плоскость нашего черного пола, что в последующем упростит кладку газосиликатного блока, так как первый ряд мы будем выгонять на цементную смесь, а дальше уже пойдем клеевым составом. Красный кирпич марки М150 обошелся нам в 13 600 рублей. Ну а цемент для кладки вышел нам в 2590 рублей. Также мы приобрели трубу для канализации, чтобы сразу расставить по точкам и вывести ее в колодец. На нее у нас ушло 6013 рублей. Ну а пока я занимался организационными вопросами, ребята закончили кирпичную кладку колодца и установили люк. Прокладывая трубу для канализации, обратили внимание, что в средней перегородке мы забыли установить обсадную трубу для прокладки канализации. Ребята хотели уже выполнить отверстие самостоятельно, но я их отговорил от этой безумной идеи, так как толщина средней перегородки была 40 сантиметров. Было принято решение вызвать ребят с буром и пробурить нужное нам отверстие. Ребята с буровой установкой приехали к нам на следующий день и за одно отверстие взяли с нас 2500 рублей, потратив 15 минут своего времени. Вот вам и бизнес-идеи, друзья. Берите на заметку. После выполнения кладки нам нужен был бобкэт, чтобы закончить обратную засыпку нашего фундамента. С горем пополам нам удалось найти свободный бобкэт. Правда, время уже было 7 вечера, но так как вариантов было немного, пришлось продолжать до самого темна. Отдельное спасибо хочу выразить водителю бобкэта, так как он был отличный специалист и отработал четко и быстро, сэкономив не только мое время, но и деньги. Утром у него же мы заказали КАМАЗ песка, который он нам быстро привез, отдав за него 13 500 рублей. Ну а бобкет в тот вечер обошелся мне в 8000 рублей. Теперь у ребят было чем заняться, они начали подготавливать место под подпорную стенку и делать подушку из песка для чернового пола. Но перед тем, как рассыпать песок и начать засыпать щебень под подпорную стенку, нам понадобилась вибронога, за которой я отправился в компанию Соррент. И за то, что я снимаю видео и упоминаю эту компанию, они сделали мне скидку в 10%. Пусть и немного, но очень приятно. Сразу понимаю, что не зря снимаю эти ролики и выкладываю их в интернет. Виброногу мы взяли на сутки и отдали за нее 2700 рублей. Пока ребята рассыпали песок по нашей площадке и готовили опалубку для нашей подпорной стенки, я отправился за арматурой и трубой, так как в подпорную стенку мы будем сразу устанавливать стойки для нашего будущего забора. Арматура для нашей подпорной стенки была выбрана диаметром 10 мм, а для устройства чернового пола мы взяли 8 мм. Шаг арматуры чернового пола мы выбрали 25 см на 25 см. Забегая вперед, хочу сказать, что получилась отличная ячейка. В идеале, конечно, нужно было бы залить 15 см бетона и сделать 2 ряда арматуры, но мы обошлись одним рядом, так как мы используем данный пол для удобства монтажа теплого пола, и на мой взгляд так удобнее расставлять материал по площадке и работать с ним. В этот раз арматура и труба обошлись мне в 75 120 рублей. И плюсом 2000 я отдал за доставку материала на объект. Разровняв песок по площадке при помощи правила, а в качестве маяка выступала рыбацкая леска,
По прошествии полудня работы ребята поняли, что не хватит еще песка. Так как слой песка у нас оказался разный в разных углах, не придумал ничего лучше, как заказать еще одну полную машину песка, потратив повторно 12 500 рублей. Но в этот раз песка оказалось даже больше, чем я ожидал. Ну ничего страшного, на строительной площадке всегда найдется, куда можно применить горный или речной песок. Закончив выравнивание песка по площадке, мы взяли свою собственную трамбовочную плиту, которой затрамбовали в конечном итоге нашу площадку под черновой пол. Застелив весь этот пол недорогим, но эффективным рубероидом, на который мы потратили 4970 рублей, приступили к заключительному этапу вязания арматуры. Как я рассказывал ранее, арматура была выбрана диаметром 8 мм, а шаг нашей ячеи был 25 см на 25 см. Что касаемо нашей подпорной стенки, использовали всю опалубку, которая была у нас на объекте. Но дабы сэкономить немного наш бюджет, так как лес подорожал с последнего момента уже на 2000 рублей и составляет сейчас 20 000 рублей за куб, на заднюю стенку мы решили использовать старый шифер, который любезно одолжили нам за 2000 рублей. Таким образом нам удалось сэкономить немного денег на бетоне и упростить работу по сборке опалубки. Помимо арматуры и бетона, на подпорную стенку мы потратили 1608 рублей. В эту сумму вошли гвозди, лезвия и саморезы. Ну а все остальное у нас было еще с прошлого фундамента. Кстати, кто не смотрел прошлую серию о том, как мы делали ленточный фундамент, обязательно посмотрите ее. После того, как было все завязано, упоры были установлены, чтобы наша опалубка не развалилась, мы заказали бетононасос и миксеры с бетоном. На подпорную стену и черновой пол у нас ушло 28 кубов бетона. Марку бетона мы выбрали в очередной раз М250 и отдали за нее 154 000 рублей. Бетононасос взял с нас 18 000 рублей, так как мы уложились в 4 часа и кубатура была меньше 30 кубов. По итогу работы обошлись мне в 145 000 рублей, включая кладку кирпича и подготовительные работы для нашего чернового пола. Ну что, начнем подводить итоги. 7-я серия опустошила мой карман на 513 609 рублей. В общем, на строительство дома в 2024 году мы потратили уже 1 203 599 рублей. В 8-й серии мы займемся возведением перегородок и несущих стен. Оставайтесь на канале и узнаете, сколько будет стоить построить дом в 2024 году. Ну а мы продолжаем строить наш дом. Отдельное спасибо всем тем, кто досмотрел данный ролик до конца. Не забывайте им делиться и подписывайтесь, если еще не подписаны. Все, всем пока!